Скажи, зачем ты начал свое путешествие? Но ребята, я хотел испытать на себе как можно больше различных вариантов жизни и получить как можно больше опыта разного, всевозможного. И потому что мы все живем одну жизнь, и мне кажется, стоит иногда окунуться в какую-то другую вообще среду. И мне кажется, что иногда люди слишком застаиваются, и как будто бы они живут не по-настоящему и понарошку. Не страшно было без денег и языка в неизвестность? Нет, не страшно, наоборот, как раз-таки я и поехал за этим. Я за этим и поехал, за неизвестностью и за страхом. Ну, точнее не так, мне было страшно, но этого я и хотел. Как бы, потому что это было по-настоящему. И на самом деле, ребят, самое сложное, это если вы хотите, допустим, путешествовать, ну, это все знают, просто начать. А дальше, как бы, события происходят по цепочке, и ты даже не успеваешь оглянуться, как ты уже оказался где-нибудь, я не знаю, в Индонезии, возле океана, или где-нибудь в Грузии, на высоченной горе. Как ты зарабатываешь в пути? Нет, я не зарабатываю. Например, сейчас я вообще здесь живу, и у меня нету денег даже на метро. Привет, Нью-Йорк! Иногда, я не знаю, я это не называю зарабатывать, хотя многие другие путешественники, которые делали так же, называют это заработком. Например, в Азии я пробовал продавать свои фотографии из путешествия. Но как бы я не назвал бы это заработком, просто по сути ты садишься, пишешь табличку, раскладываешь свои фотки и просишь у людей помочь как-нибудь в своем путешествии. И люди, кому интересны фотки, если они им нравятся, если они хотят тебя поддержать, они поддерживают. И это приятно, мне кажется, это приятно в обе стороны, как бы, и тебе приятно, и людям, которые помогают в какой-то степени тоже. Но у меня небольшой, на самом деле, опыт хелперства и волонтерства. Вот, собственно, вы, ребята, это первые люди, с которыми я так взаимодействую. Расскажи, как ты писал. Я даже особо не искал, как бы, я собирался ехать в Майами. Здесь совсем другие типы вагонов, не такие, как в России. Я совершенно не знаю, куда мне запрыгнуть. Может быть, вот в этот? Я особо не искал возможности где-либо волонтерить или хелпить. Мне просто друг скинул ссылку на пост в вашей группе. И я просто так написал Никите, типа, привет. И вот буквально, не знаю, через час я поймал Wi-Fi на какой-то там станции. И смотрю, мне пришел, ответ от него. Ну и я решил, что если к вечеру мне не удастся уехать в Майами, то пожалуй, я останусь хелпить. Блин, этот поезд, походу, едет не туда, куда мне надо. Либо в Нью-Йорк назад, либо куда-то на север. Ну вот я остался и, собственно, не жалею. И... Думаешь ли ты, что хелперство — это рабство? Нет, я не думаю, что это рабство. Просто мне кажется, это зависит от того, что человек сам ожидает от своего хелперства. То есть какие у него вообще представления и зачем он едет. Но для меня лично, вот я путешествую очень долго, очень сложно постоянно находиться в движении и сильно устаешь.
это такой способ очень классный перевести дух, потому что особо как бы я тут не напрягаюсь, честно сказать. Зато могу жить в комнате в своей и, не знаю, гонять, смотреть там Нью-Йорк. Вот. Наслаждаюсь, короче, своим отдыхом, можно сказать. Но для меня на данный момент времени это. Нам часто пишут, что иногда, чтобы похелпить, нужно много денег, и где мне эти деньги взять, и как я поеду, там 80 тысяч рублей, чтобы попасть в Австралию. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, короче, чуваки, смотрите, все зависит от того, зачем вы вообще едете. То есть, мне кажется, помимо того, чтобы хелпить, можно еще, не знаю, вы едете как бы в другую страну, в другую культуру. Вы можете, у вас дофига возможностей, чтобы так ознакомиться. Как бы, если вы едете, чтобы просто тупо похелпить, то, конечно, это уже вопрос, стоит ли вам тратить такие баснословные деньги на то, чтобы как бы просто тупо приехать в другую страну и там где-то поработать. С другой стороны, если вы едете в путешествие, то, мне кажется, это просто отличный способ как бы сэкономить свои деньги, познакомиться с интересными людьми. Думайте своей головой и сами решите, для чего вам вообще это нужно. Ты путешествуешь по миру босиком, но, тем не менее, оказался в одном из самых дорогих городов мира, Нью-Йорке, и оформил визу в США, с которой у многих возникают сложности, и все боятся ее получить. Как тебе это удалось? Короче, виза в США, на самом деле, это вообще была отдельная тема, и я пробовал на нее подаваться 2 раза, первый раз мне отказали, второй раз я решил подойти к вопросу более серьезно, и специально для этого я вернулся в Россию, во Владивосток, и у меня было только 2 документа, которые я сделал для консульства. Первый – это поддельная справка из Сбербанка, которую я нарисовал в фотошопе, потом пришел в Сбербанк, подал женщине там в 3-е окошко и сказал: это моя выписка с онлайн-банкинга, не могли бы вы мне ее заверить, потому что я сам из другого региона, и мне не могут ее заверить, как бы. Группа Вот. Bye Bye Bad Boss не поддерживает подделку документов. Да, и, короче, мне женщина эта была очень усталая, она под конец дня вот просто не шлепнула штампы. А второй документ, я написал сопроводительное письмо, в котором это чисто просто из головы письмо, в котором я написал, что: чуваки, привет, я журналист, у меня есть свой проект, такие дела, я путешествую вокруг света, я делаю там, я хочу, чтобы между нашими странами установился культурный обмен, и, короче, загнал он там целую телегу всякого фигни, вот, заплатил визовый сбор, пришел в консульство, и вот оно, собеседование, и меня спрашивают, типа: чувак, зачем ты едешь к нам в Штаты? Я им, короче, как рассказал вот это вот все, что я заранее придумал. И, кстати, большинство из этого всего было правда. Вот. И полчаса где-то было собеседование. В итоге мне сказали: чувак, твоя виза одобрена, ты можешь ехать. И после этого второй проблемой для меня было это найти деньги на билет в США, потому что, для меня это большая сумма, как бы. И я подумал, что мне делать, и вот видите, я, не зря состою в этой вот синей толстовке с логотипом, потому что я написал тогда в авиасейлс и сказал: чуваки, вот мне нужен билет в Штаты, я путешествую вокруг света, пожалуйста, вы мне можете как-нибудь помочь? Если можете, я вам, может быть, тоже как-нибудь смогу помочь. И мы договорились с ними, и они мне прислали толстовку, чтобы я не замерз здесь, в Штатах, потому что холодно. Вот. И купили мне билет, и так я оказался здесь. Ты сейчас путешествуешь один, но все-таки скажи, ты считаешь, что одному проще или тяжелее? Это очень разные вещи, и с одной стороны, одному проще гораздо путешествовать, потому что тебе не нужно не идти на какие... вообще тебе не нужно ни на какие компромиссы ни с кем идти. Но когда путешествуешь вдвоем с кем-то, есть человек, с которым можно поделиться тем, что происходит. И вы, когда вдвоем находитесь,
Это, наверное, для путешествия в какой-то степени плохо. Вы как будто бы... У вас есть своя собственная среда, и все, что происходит снаружи, вас касается гораздо меньше. Ну как? Мне кажется, прекрасно. Что ты вообще бухаешь, а? Я не бухаю, я дегустирую вино. И в том числе какие-то интересные вещи или наоборот какие-то ужасные вещи, события, которые с вами происходят, вам их гораздо легче пережить, потому что вы вдвоем с кем-то. Расскажи, что у нас произошло вообще. Что у нас произошло? Ну расскажи, как у нас Ёбаный дела. мотоцикл упал. Эти не цепляются, нифига. Все падает. И ты злишься. Меня это бесит. Это гораздо проще. Расскажи, что хорошего произошло. Мы покушали печенье. Что еще хорошего? Мы едем. Может быть, это хорошее. А когда ты один, ты как бы остаешься наедине с собой, и в моем случае бывает трудно, короче, с собой совладать. Это разные вещи, но если вы хотите какого-то супер-мега отрывного опыта, чтобы просто сходить с ума, то вам определенно стоит ехать одному, но учтите, что как бы это будет непросто, очень непросто. Дай один совет тем, кто отправляется в самостоятельное путешествие. Ребят, главное, не ссать и не очковать. Вообще я не люблю давать советы, но это мой совет. И для справки, спонсор нашего сегодняшнего чудесного вида – это крыша нашего арабского ворквея здесь, в Нью-Йорке, откуда открывается совершенно чудесный вид на Манхэттен и даже вид на Статую Свободы. Какая-то Да. статуя свободы. Маленькая. Я считаю, вообще здесь отличное местечко, чтобы вечерком посидеть с бутылочкой вина, даже несмотря на такой адский холод, который был вчера вечером.